Друзья, всем привет! В рамках бесплатного урока к предстоящему марафону «Магия ЧБ», который стартует уже в июне, я выбрала вот такой черно-белый референс. Сейчас быстренько расскажу, почему именно черно-белый, что с ним делать и какие вообще дальнейшие ваши действия. Давайте начнем с того, что я хочу, чтобы вы от этого урока попробовали себя в рисовании именно в черно-белых оттенках. Это достаточно известная техника, но почему-то ей пользуются немногие, и немногие про нее рассказывают, но она очень эффективная, интересная, полезная, поэтому я рекомендую изучить и попробовать использовать эту технику именно новичкам, потому что именно у новичков в рисовании зачастую возникают проблемы с работой над цветом и тенью, над контрастностью изображения, в связи с чем изображение получается плоским, теряется объем, сливаются какие-то элементы и тому подобное. Наверняка каждый из вас слышал, что иллюстраторы часто используют технику перевода в ЧБ уже готового изображения. То есть они рисуют в цвете, когда на завершающем этапе они смотрят на изображение, им кажется, что в принципе уже все готово, но, как мы знаем, глаз замыливается, когда мы постоянно работаем над одним и тем же рисунком, поэтому настоятельно рекомендую периодически отвлекаться. И для того, чтобы проверить правильность изображения светотени на рисунке, на иллюстрации, переводят в черно-белый тон, сравнивают, выявляют контрастность изображения, смотрят, где чего не хватает, возможно, какие-то детали сливаются, их нужно подправить. Ну и, собственно, это быстрое такое решение, которое помогает сразу выявить недостатки иллюстрации и быстренько их исправить. Это была такая минутка вводной информации. Я очень полюбила технику рисования в ЧБ, и практически сейчас каждый свой рисунок я начинаю именно с этой техники. Мне она очень нравится тем, что, работая в черно-белых оттенках, я работаю именно с светом и с тенью. Я показываю и создаю объем изображения, а цвет добавить вообще не проблема. То есть, если вы наблюдаете за моим творчеством, за моими каналами, вы наверняка видели, что я недавно проводила эксперимент. Я рисовала одну и ту же иллюстрацию двумя вариантами. Первый вариант — это я рисовала сразу в цвете, второй вариант я рисовала в ЧБ, а потом уже переводила в цвет. Очень странно, но большинство из участвующих в опросе проголосовало за то, что черно-белое изображение, оно смотрится лучше, оно больше нравится всем, и почему-то считает, что именно оно было нарисовано в цвете сразу же. Но если присмотреться, там, конечно же, есть отличия в тоне кожи. То есть изображение, которое было нарисовано в ЧБ, у него тон кожи намного ровнее. Объясню почему. Мы рисуем в черно-белом, как я уже сказала, мы работаем именно над освещенностью, над объемом изображения. То есть мы прорабатываем именно свет, тень, полутень, вот это все. А когда мы рисуем сразу в цвете, мы берем какие-то лишние оттенки, немного не тот оттенок, если мы взяли чуть-чуть влево-вправо, увели его, получается уже совсем другой оттенок. И, возможно, который не так хорошо сочетается с предыдущим. А техника рисования в ЧБ, она позволяет как раз-таки, когда вы поработаете уже над объемом изображения, когда оно будет полностью готово, перевести в цвет вообще на изи можно. Конечно же, если знать какие-то нюансы, свои особенности, но это на самом деле очень легко и интересно. И, собственно, тогда получается, что изображение, оно будет иметь ровный тон, потому что сверху накладывается только один оттенок, максимум 2 и 3, только если показать какой-нибудь румянец. Если брать чисто тон кожи, то из ЧБ переводится в один тон. У нас используется один тон, не добавляются никакие дополнительные тона, влево-вправо не уводятся, соответственно, тон будет ровнее и чище.
Так, что-то у нас много информации получилось в начале видео, поэтому давайте уже рисовать. У нас есть вот такой скетч, я предоставляю его в свободном доступе, можете использовать его для того, чтобы ускорить свою работу над уроком. Можете нарисовать сами, если хотите, это абсолютно все на ваше усмотрение. Целью этого урока не является научить вас рисовать с нуля, не строить построение, не изучать анатомию. Цель этого урока просто, чтобы вы попробовали себя в рисовании черно-белыми оттенками, чтобы вы поняли, насколько это удобно и комфортно, как можно видеть свет, тень. Именно поэтому я взяла черно-белый референс, чтобы вам было легче ориентироваться. Набор оттенков я прилагаю точно так же вместе со скетчем, поэтому вы будете использовать уже готовые оттенки серого цвета, и вам на иллюстрацию времени уйдет не больше часа. На предстоящем марафоне я расскажу, как правильно подбирать серые оттенки, как их использовать, как переводить черно-белое изображение в тон и еще пару нюансов, которые необходимо будет учитывать при рисовании в черно-белой технике. В такой момент кисточку вы можете использовать абсолютно любую, которая вам удобна. Я буду рисовать одной кисточкой, потому что, опять же, повторюсь, у меня нету цели научить вас рисовать. У меня цель сейчас стоит то, чтобы вы поняли и попробовали технику рисования в ЧБ, чтобы вы освоили светотень и применяли это на своих иллюстрациях и рисунках в дальнейшем, потому что на самом деле это очень удобно, очень полезно, и иллюстрации тогда выйдут просто на новый уровень, если вы поймете работу с этой техникой. Процесс рисования и туториал будет отдельно приложен для того, чтобы вы выбирали наиболее удобный способ для вас, либо вы будете рисовать вместе со мной за включенным видео и наблюдать за моим процессом рисования, повторять его у себя, либо вы будете работать по готовым инструкциям, пошаговым, и уже рисовать по туториалу, который будет представлен в качестве изображений. Это все на ваше усмотрение. Я начинаю рисовать, создаю новый слой под нашим скетчем. Оттенки уже готовы, поэтому выбираю основной тон и начинаю закрашивать. Это не обязательно делать ровно, потому что сверху у нас еще будет слой с волосами. Не знаю, пользуетесь вы или нет, удобнее всего и быстрее, кстати, когда вы что-то прорисовываете по контуру, а потом просто заливаете. Здесь я уже прорисовываю более аккуратно, закрашиваю, потому что здесь у нас не будет никаких слоев сверху, и контур иллюстрации должен быть четким и аккуратненьким. Далее, всегда новичкам особенно рекомендую рисовать на новом слое с обтравочной маской. Это вот прям важно. Это нужно для того, чтобы вы в любой момент могли что-то подправить, исправить, и вам не приходилось стирать и удалять нарисованное все до этого. То есть ваша задача сейчас смотреть на референс и, в принципе, повторять наложение сначала теней, а потом света, уже глядя на референс. Сначала мы намечаем
Сначала мы намечаем легонько тени, где они вообще будут использоваться. Тени очень хорошо видны на референсе, поэтому думаю, что здесь у вас не возникнет сложностей. Кто-то рисует угловатые линии, кто-то рисует более плавные. Это все на ваше усмотрение. Вы можете рисовать в каком угодно стиле, можете рисовать какими угодно кисточками, хоть маслом, хоть чем. Задача этой техники просто понять работу над светотенью. Также я настоятельно рекомендую периодически менять размер кисточки для того, чтобы штрихи были живыми, не однотипными. Они должны быть разного размера, разной толщины, чтобы изображение смотрелось более таким живым и интересным. Если какие-то линии или моменты нужно сгладить, используем пальчик. Старайтесь не переборщить со сглаживанием, потому что если переборщить, то может выглядеть очень грязно и некрасиво. Так, мы добавили тени, основные наметили, где они у нас будут располагаться. Далее нам нужно усиливать тени. Мы это делаем также на новом слое с отправочной маской. Берем оттенок уже темнее и начинаем прорабатывать тени, начинаем их углублять. То есть у нас вот здесь вот явно идет углубление больше, чем вот здесь. Нужно смотреть именно на референс. Специально выбирала черно-белый, потому что на нем прям это, видно невооруженным глазом. Поэтому ориентируйтесь на референс, подглядывайте, подсматривайте, он вам должен помогать. Еще такой важный момент, который замечала у новичков, у моих учеников, которые обучаются на курсе по стикерам. Основная ошибка является в том, что когда начинают наслаивать тени, наслаивают их по тем же теням светлым, которые были до этого. То есть просто ведут по тем же участкам. Очень важно то, что для того, чтобы передать правильно светотень и плавный переход, нам не обязательно вести прям вот здесь вот так вот все закрашивать так же. Это будет слишком контрастно, слишком выбиваться, это будет неправильно. Переход должен быть плавный, поэтому если у нас идет здесь свет, здесь у нас должна быть полутень, то тень мы делаем уже чуть ниже, чтобы у нас все-таки полутень была еще видна и заметна для плавного перехода. Этот момент тоже, пожалуйста, учитывайте, потому что многие про него почему-то забывают, а зря. Скулы прям настоятельно рекомендую делать кисточкой побольше размера, для того, чтобы была плавность. Видите, здесь у меня, например, лишняя линия, я просто смазываю
именно переход, чтобы не было каких-то четких переходов. Сильно с пальцем не злоупотребляйте. Это очень плохо, когда изображение сильно смазано. Обязательно прорисовывайте все тени, ямочки, углубления какие-то в коже. Старайтесь прорисовывать вот прям все до мелочей. Когда вы начнете прорабатывать тени, я надеюсь, вы поймете, что ваша задача именно работать с объемом изображения. Как раз здесь вы не будете отвлекаться на подбор цвета, на еще какие-то моменты, и будете заинтересованы только в том, чтобы изображение получилось максимально объемным и похожим на референс. Я рисую именно больше такими жесткими и угловатыми линиями. Мне это нравится намного больше, чем плавные переходы. Вы можете делать так, как удобно вам. На этом этапе, когда мы углубили тени, создаем новый слой с обтравочной маской. Берем прямо какой-нибудь тон еще темнее, для того, чтобы поработать с глазками, с носиком и выделить тем самым еще у нас темные участки. Старайтесь сильно не нажимать на кисточку, а делать постепенно мазки, чтобы у вас не было грубых линий, таких, которые прям сразу бросаются в глаза. Пусть лучше это будет плавнее. Если здесь есть те, кто участвовал у меня в курсе по стикерам, я рисую кисточкой как раз оттуда. Это кисточка боди основная. Мне она очень нравится, она идет с полупрозрачностью, поэтому ей прям легко наслаивать тени, цвета. Получается такой плавный переход, который мне очень и очень нравится. То есть, видите, мы с каждым разом наслаиваем участки кожи, которые темнее, не затрагивая предыдущие.
Совсем темные участки можем показать только по краям нашего лица для передачи объема. Чтобы объем у нас создавался плавненько. Далее начинаем работать со светлым тоном. На новом слое с обтравочной маской показываем участки, где у нас будут блики. Сначала светлый цвет для показа бликов у нас должен не сильно отличаться от первоначального тона кожи, поэтому сначала мы намечаем просто еле заметные участки бликов. Это нужно даже для вашего понимания, чтобы сильно не было разницы, но вы должны понимать, где будут блики, чтобы в дальнейшем смогли проработать их достаточно хорошо. Можно добавить блики на глазки. Следующим шагом, также на новом слое, начнем прорабатывать блики более детально. Возьмем оттенок светлее и наметим уже более конкретно. Здесь уже стандартно можно использовать блики над бровками. Уголки глаз. Опять же, видите, я сильно не нажимаю на кисточку. Я хочу, чтобы переходы были более плавные. Так, можем добавить сюда на глазки красивых бликов. Носик. Прорабатываем ноздри, крылья носика, тоже добавляем им объема. Можно добавить вот сюда немного блика, но такого размазанного. Просто показать светлый участочек здесь. Дальше выделяем губки. Смотрите, на референсе прям очень хорошо прорисованы губы, поэтому можно смело использовать это для прорисовки света и блика. Так, теперь нам нужно показать блики на щечках. Прикольнее всего смотрятся вот такие капельки. Они как ничто другое передают форму щечек
Поэтому они будут смотреться лучше всего и практически везде. Такой маленький лайфхак. Можно светлым же оттенком показать рефлекс большой. Вот здесь. Дальше здесь еще прорабатываем блик еще сильнее. Можно немножко подразмазать, но, пожалуйста, не переусердствуйте. Вот так у меня получается. Дальше на новом слое я буду работать с бровками. Бровки у нас темненькие. Темные бровки показывать легко. Сначала заливаем основной заливкой, а затем уже добавляем теней. Можно добавить где-нибудь волосинки спереди, чтобы они были заметны. Текстура волос на бровках достаточно красиво смотрится, поэтому старайтесь ее прорисовывать. Возможно, это может показаться очень сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет. Просто нужно сводить кисточку на нет в конце движения, да, то есть вот так вот вы ведете. На новом слое с обтравочной маской уже на основной тон бровей мы добавляем тени. Тени, как правило, у нас идут к изгибу бровей. И также можно показать тоненькие отдельные волосинки темные, будет смотреться очень красиво. Далее добавляем немного блика. Блик на бровях будет очень тоненьким, и в качестве блика как раз могут выступать еще и волосинки точно так же, на которых отражается свет. Поэтому вот спереди волосинки рекомендую прорисовывать всем, потому что это очень красиво. Дальше работаем над губами. Я не буду делать очень темные их. Но все-таки их обязательно стоит привести к какому-то одному тону. Все стандартно. Сначала делаем одну заливку основную, далее начинаем прорабатывать тени. Опять же, все делается глядя на референс. Не забывайте подсматривать в референс, потому что он вам будет помогать, особенно на первых порах. Только со временем, когда вы уже поймете технику рисования в ЧБ и будете знать правила светотени, использовать его хорошо, будете понимать объемы изображений, только тогда вы сможете рисовать без референсов и какие-нибудь свои уже рисунки, возможно, продавать их.
Но без базы, без знания основ, без практики ничего не выйдет. Поэтому рисуйте как можно чаще, желательно каждый день. Далее беру светлый цвет. На новом слое с обтравочной маской добавляю немного бликов. Блики у нас будут на нижней губе и совсем капельку на верхней. Ну вот как-то так уже получается что-то прям классное. Далее будем закрашивать волосы в один тон. Все это на новом слое, все стандартно. Ну что, сделала я основную заливку. Дальше на новом слое беру тон потемнее. Новый слой с обтравочной маской, показываю именно темные участки волос. Это можно делать смело прямо сзади. Дальше все это делается, основываясь на референс. Обязательно будут темные участки под чулкой. И темным цветом мы, собственно говоря, должны выделять пряди. Почему работать удобно на новом слое? У меня на новом слое сейчас темный цвет, мне что-то не нравится, я просто аккуратненько подтираю это, и ничего не затрагивается то, что было нарисовано раньше. Далее я беру цвет еще темнее. Начинаю уже более детально прорабатывать пряди. Начинаю сильнее их выделять. Если хотите получить не сильно темный тон, просто регулируйте нажим на стилус. Обязательно используйте также разные размеры кисточки, чтобы какие-то пряди были тоньше, какие-то потолще. Тогда будет выглядеть намного интереснее. Как бы возле лица обязательно тоже добавляем самый темный цвет, потому что нам нужно показывать глубину прически, что это у нас все-таки сзади лица получается, и часть это будет затемнена. Под прядочкой тоже выделяем темный участок, подчеркиваем нашу прядочку, да, в дальнейшем мы ее еще подчеркнем с более светлым цветом. Так, теперь берем светлый оттенок. Он у нас будет, видите, в сравнении будет светлее основного. На новом слое точно так же с обтравочной маской
Начинаем прорабатывать блики на волосах. Я очень обожаю прорабатывать блики, потому что когда они появляются сразу, прям такой объем, так красиво, такие все пряди становятся играющие, можно сказать. Можно сделать прям вот такой блик, который покажет достаточно большой блик, который будет именно на нескольких прядях сразу. Многие, кстати, очень любят так делать. Мне не всегда это нравится, но здесь это уместно. Так, и можно взять какой-нибудь прям светлый-светлый цвет. Создам тоже обтравочную маску и покажу прям вообще вот блики-блики. Самые светлые, их будет немного, чтобы сильно не выделять их, чтобы они сильно не бросались в глаза. Мы их подчеркиваем именно на самых светлых участках. Также можно использовать тоненькие такие вот, как волосинки. Тоже будет достаточно красиво смотреться. Сразу тогда прядочки будут выделяться. Проработаем, покажем светлые пряди и сделаем их немного не по прическе, потому что, насколько вы знаете, кудрявые волосы они такие, то их достаточно сложно уложить в ровные кудри. Но на самом деле это прям классно смотрится. Ну, как-то так. Вот такая иллюстрация у нас получается. Можно взять единственный черный цвет и на новом слое именно поработать над ресничками, выделить их прям черным цветом, потому что это такой акцент всегда на лице, поэтому они не будут у нас, если что, в дальнейшем перекрашиваться никогда, поэтому их можно прям выделять черным цветом смело. Это единственное, наверное, что я рекомендую всегда делать потемнее, чтобы иллюстрация смотрелась контрастно, лицо было красивое, выделялись черты лица. И вот можно добавить немножко черного цвета на ноздри, чтобы их подчеркнуть. Подчеркнем еще уголочки губ, вот так красиво, чтобы было. Собственно, такая иллюстрация у нас получилась. Итак, весь этот бесплатный урок, весь этот маленький такой мастер-класс был направлен на то, чтобы все люди, участвующие в нем, получили хорошую скидку на участие в предстоящем марафоне.
Я надеюсь, что вам было интересно и полезно рисовать со мной. Как видите, мы проработали именно свет и тени, не зацикливаясь вообще на работе с цветом. Это очень важно. Изображение у нас получилось объемное, иллюстрация получилась классная, мне очень нравится. Я буду ждать ваших результатов, буду ждать ваши отметки, анкеты предзаписи и, соответственно, все, кто выполнит условия бесплатного урока, обязательно получат скидку и будут в числе первых записаны на марафон. Количество мест на марафоне будет ограничено, потому что марафон будет с обратной связью. Я буду давать обратную связь абсолютно каждому ученику, у нас не будет разных тарифов. Я хочу, чтобы все поняли технику работы. Поэтому буду всех ждать, будет очень интересно и очень полезно. Я готовлю много полезной информации, которая вам пригодится в дальнейшем, и надеюсь, что вам понравится эта техника, вы проникнетесь так же, как и я, и будете в дальнейшем использовать. Может быть, это будет какой-то вашей фишкой или изюминкой. В общем, смотрите, практикуйтесь, я буду ждать ваши работы и буду ждать всех на марафоне, буду очень рада. Поэтому до новых встреч уже совсем скоро.